Всем привет, мои дорогие друзья! К светлому празднику Пасхи хочется приготовить что-то особенное, красивое, домашнее, уютное и по-настоящему вкусное. Сегодня покажу салат, который точно привлечет внимание на праздничном столе. Хруст, нежность и яркий вкус в одном блюде. Малиновое гнездо. Давайте готовить вместе. Все ингредиенты и подробная инструкция приготовления, как всегда, под этим видео. Для начала готовим основу салата. Ароматную копченую курочку нарезаем небольшими кубиками. Огурец нарезаем кубиками, слегка подсаливаем и сливаем лишний сок, чтобы салат не получился водянистым. Красный болгарский перец очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Он добавит яркости и свежести. Вареные яйца очищаем, также нарезаем кубиками и добавляем в салат. С кукурузы сливаем лишнюю жидкость и отправляем ее к остальным ингредиентам. Твердый сыр натираем на крупной терке и добавляем в салат. Далее готовим соус. Я подготовила все необходимое для него. В общую миску кладем майонез, сметану, лимонный сок, зернистую горчицу, чеснок, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешиваем до однородной массы. Соус получается очень вкусным и идеально дополняет вкус салата. Заправляем салат соусом и аккуратно перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились. На широкое блюдо устанавливаем кольцо диаметром 18 см. Бортики смазываем растительным маслом, так салат легче снимется. Сначала выкладываем половину салата, аккуратно разравниваем и прижимаем его. Затем добавляем вторую половину, снова утрамбовываем и выравниваем поверхность. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник для стабилизации на 1 час. Тем временем займемся подготовкой декора для нашего салата. Будем готовить хрустящее гнездо. Для этого картошку чистим и натираем на терке, как для корейской моркови. Выкладываем на бумажное полотенце и убираем лишнюю влагу. Затем небольшими порциями обжариваем картофель в раскаленном растительном масле до румяной корочки. Повторяем в несколько заходов, чтобы каждая порция получилась хрустящей и аппетитной. Потом слегка присаливаем, получаются золотистые хрустики.
Небольшой пучок укропа мелко нарезаем. Достаем салат из холодильника и аккуратно извлекаем его из формы. По краю салата аккуратно выкладываем укроп, создавая зеленый веночек. В центре салата формируем гнездо из хрустящей обжаренной картошки. Получается, как настоящее гнездышко. В середину гнезда аккуратно выкладываем заранее отваренные перепелиные яйца, одно за другим, формируя гнездышко. Как же красиво получается, настоящее пасхальное чудо. Далее переходим к самому интересному – украшению, главной изюминке нашего салата. В честь него и появилось название «Малиновое гнездо». Берем специальные чипсы ровного размера. Мед смешиваем с небольшим количеством лимонного сока. Края чипсов аккуратно смазываем кисточкой этой смесью и опускаем в измельченную сублимированную малину. Таким образом формируем заготовки из чипсов с малиной для нашего салата, приблизительно 15 штук. Получается потрясающе красиво, словно яркий свежий цветок. Далее выкладываем подготовленные чипсы по бортику салата. По кругу, один за другим, слегка прижимая, как показано на видео. Если чипсы будут плохо держаться, края можно слегка смазать майонезом. Посмотрите, какое необычное и удивительное оформление салата. На перепелиных яйцах аккуратно кисточкой делаю крапления из меда. Украшаю кусочками сублимированной малины. Получаются словно маленькие пятнистые малиновые сокровища. Для украшения я использую зеленую черемшу, которая идеально вписывается в нашу композицию. Нежные веточки и маленькие росточки словно пробиваются на свет под весенним солнцем. И как финальный штрих, по краю блюда выкладываю зеленые листочки черемши и кусочки малины, придавая салату свежий, праздничный и живой вид. Наш пасхальный салат «Малиновое гнездо» готов. Каждый элемент сияет красками, ароматами и текстурами. Он идеально подходит для светлого праздника Пасхи. Если вам понравилось оформление салата, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Буду с нетерпением ждать. У нас еще много вкусного и красивого впереди. Всем пока!